день, я Наташа Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам о своих готовых работах за зиму, покажу вам, что у меня получилось, что у меня еще не получилось, потому что некоторые работы переходят на следующий сезон. Расскажу вам, из чего вязала, как вязала, все данные по количеству петель, по пряже, по цвету пряжи, по грамматуре. Я буду вот здесь вот подписывать, так что если вы смотрите видео в фоновом режиме, имейте в виду, что если вам такая информация нужна, то она здесь написана. Итак, давайте приступим. Я буду рассказывать в хронологическом порядке, начиная от декабря, когда я вязала шапочки в офис в подарок. Я вязала 4 шапочки из Drops Nord разных цветов и на один размер. 3 шапочки были на размер 56 сантиметров на обхват головы и одна шапочка чуть-чуть побольше на обхват головы 58 сантиметров. Все шапочки подошли, все довольны, по крайней мере так говорят, не знаю, правда или нет, но все вроде бы остались довольны шапочками. Всем все подошло. Пряжа мне очень понравилась, она хороша в работе, не помню точный состав, знаю, что там есть шерсть альпака и полиамид, но несмотря на то, что там есть полиамид, как, например, в Drops Fable, я помню, вязала, то этот полиамид какой-то был такой неприятный очень. Здесь пряжа очень приятная, может, за счет того, что там есть альпака. Петли красиво ложатся, лицевая гладь прекрасно выглядит, после стирки тоже все прекрасно выглядит, очень я довольна этой пряжей. Не знаю, как она будет носиться, но первое впечатление у меня не очень хорошее. Следующая работа, которую я вязала далее, я вязала из остатков, и это была вот такая вот шапочка. Шапочка из Drops Baby Merino. У меня был один полный моток и один остаток от другой шапочки, которую я вязала. Поэтому решила вывязать все это, чтобы не лежало, потому что куда мне один моток. Вязала я резинкой 1 на 1. Я вам уже показывала эту работу, когда у меня была только готова, не постирана. Меня волновало то, что она может не подойти, потому что как-то тогда, когда я ее вязала, она еле налазила на голову Яна. У него сейчас 53 сантиметра, по-моему, обхват головы, 52 или 53. И тогда как-то туго она входила, но это Drops Baby Merino, который жутко растягивается после стирки, и он повел себя правильно, он растянулся до нужного размера, поэтому шапочка прекрасно садится по голове, просто вот идеально. Вязала вся она у меня из Drops Baby Merino, и, по-моему, цвет 36, не помню точно. Вот этот вот ободок, который у меня здесь есть, это пряжа Камарозу Яку, которую мне прислал магазин в качестве пробника. Так, то есть, когда я делала заказ, они добавляют пробники, вот этот вот пробник я опустила сюда. Почему его пустила? Потому что у Яна есть, ну, это не ветровка, а такая куртка на осень или на весну, которая полностью синяя, вот такого вот темного цвета, и у нее вот две оранжевые полоски по капюшону и по рукавам, и по низу. И поэтому я сделала как бы в обратном порядке и такую шапочку как раз к этой куртки. Очень хорошо все получилось. Мне очень нравится, как она выглядит, как она смотрится. Тут резинка 1 на 1. Как я делала макушку. Я убавки делала в каждом ряду, и мне это очень понравилось. Она очень хорошая, эта макушка хорошо выглядит. Обратите внимание, с обратной стороны, если убрать вот эту вот ниточку, тоже прекрасно все выглядит. То есть ее можно носить и так, и так. Так что очень положительный опыт с этой шапочкой. Следующая работа, это еще одна шапочка, вот такая, которую я вязала из Drops Cotton Merino. Вот такая она у меня, такого цвета. Цвет у вас хорошо передается, он такой вот яркий, насыщенный. В зеркальном отражении это поэтому не буду показывать. Цвет хороший, у меня было таких 5 мотков, и я думала, что куда бы это пустить, потому что на свитер мне уже этого не хватило. Я решила пустить на аксессуары. Здесь у меня ушло чуть больше 2 мотков, и осталось 3, можно сказать. И я ходила все это время, думала, как же мне сделать снуд, и какой мне снуд надо сделать к этому, потому что от шарфиков я все-таки отошла. Шарфики для детей, по-моему, не очень удобны в использовании, они отстают, они путаются.
снуды лучше всего. Ну, я уже знаю, какой я хочу снуд связать, и как раз к осени я его, думаю, что успею связать из того, что у меня осталось. Я вязала снизу, начинала, и потом просто-напросто, потому что с обратной стороны это рисунок не виден, и просто-напросто потом, когда дошла вот к этому месту, я начала вязать просто в обратную сторону. Иначе рисунок бы не сохранился с двух же сторон. Следующий февраль весь я промучилась с носками. Ну, не то, что промучилась, конечно, но я там разбиралась, читала, смотрела, как это все делать. И, честно говоря, не скажу, что я в восторге от вязания носков. Как-то я вот связала их, я их поносила, но у меня эти носки просто работают как пылесос дома. Они всю пыль собирают. И причем, может, потому что они темные, на них она так хорошо видна. То есть, и вот это вот все выковыривать, пряжа очень такая шерстистая, выковыривать всю пыль вот из них как-то вот не очень мне нравится. Для меня хлопковые носки все-таки лучше всего сдают экзамен. Итак, как я говорила, я вязала это из пряжи 30 или 40-летней давности, не знаю, сколько, в чем она была до того, как была моими детскими штанами, может, она еще чем-то была. Это полушерсть. Как видите, я сделала здесь ошибку. Я сделала клин подъема и забыла убавить петли, поэтому петли я убавляла вот здесь вот уже, дальше. Это тут носок или нет? Тот, да, вот здесь вот. Вот здесь вот я их убавляла. Но я не исправляла эту ошибку, потому что я хотела ее оставить, чтобы видеть на следующем носке, как это по-другому выглядит, и чтобы я просто-напросто об этом не забыла, что я эту ошибку сделала, и больше я ее не делала. Поэтому на следующем носке все хорошо получилось, он получился чуть уже, чем предыдущий. И, ну, нормально, носится нормально, у меня размер 36, на блокатор еле налез, вот, ну, носки есть. Насчет блокаторов. Как я вам показывала, блокаторы мои, честно говоря, я их использую. Не скажу, что они прям совсем неудобные. Я вам, кстати, их покажу сейчас. Вот такие у меня блокаторы. И вы говорили, что они будут неудобные в использовании. В принципе, я уверена, что есть более удобные блокаторы, потому что здесь вот эта вот штука вынимается. Но я на нее наклеила малярский скотч, который довольно легко отдирается, не оставляет следов, и вроде бы нормально. Чуть-чуть пилочкой я вот здесь вот обработала, потому что все-таки чувствовались такие тут занозы небольшие. Вот, ну, налазит все нормально, сушится они нормально, тут вот ничего не выпадает, если я так наклеила, и все нормально. Единственное, что меня смущает чуть-чуть, вот этот вот, как он называется, скос. То есть мне кажется, что он слишком в ту сторону идет. Он должен быть чуть-чуть выше. И из-за этого, например, носки у меня чуть-чуть деформируются. Хотя, может, я неправильно вяжу, и как раз-то блокаторы правильные, а у меня какой-то я неправильно связала. Они были дешевыми, я попробовала, надо мне это или не надо, решила, что мне больше этого не надо, мне этого хватит. Так что, в принципе, не жалею. Можно как-то себе можно нормально их использовать. Итак, эти носки откладываю. У меня они весят где-то около 50 грамм. 50-60, где-то так. Но я связала еще одни носки. Что-то вот так пошло все. Я не до конца поняла, что я поняла, как их вязать, поэтому решила сделать еще один вариант. И я сделала вот такие носки. Вот такие я вам покажу носки. Вот. Здесь я, конечно, в первом носке сделала точно такую же ошибку. Опять убавляла здесь петли с клина подъема. И опять же я не переделывала это, потому что, может, в конце концов я буду как-то более вдумчиво относиться к вязанию носков и не буду делать таких ошибок. В следующем носке я все хорошо сделала. Это пряжа бобинная. Вот она у меня стоит. Как я говорила вам, я купила и нашла магазин в Фейсбуке бобинной пряжи. Я оставляла ссылку в предыдущем видео в комментарии на этот магазин.
Магазин имеет свои плюсы и минусы, кому интересно, просто на минуточку, потому что пряжа, в принципе, очень дешевая. Я вот за такую бобину отдала, наверное, не помню точно, по-моему, 55 злотых стоил килограмм, здесь у меня 1,5, то есть где-то, наверное, 70 злотых я заплатила за эту бобину. 70 злотых это, сколько сейчас долларов, даже не знаю, 15 долларов, наверное, или это между 15 и 20 долларами. То есть тут 80% шерсть ягненка и 20% полиамид. Мне кажется, что неплохая цена для этого. Единственный минус, что, во-первых, я еще не очень разобралась, как вообще с бобинной пряжей себя вести, потому что она имеет, некоторые бобины имеют специфический запах такой, например, вот этот вот ягненок. Шерсть не очень. Она закручивается очень сильно, то есть она дает, думаю, что будет давать косину, то есть с этим тоже надо как-то мне разобраться еще будет. И еще минус в том, что, например, в этом магазине вы не можете себе отмотать. То есть вы покупаете то, что есть. Если есть бобина в 2 килограмма, вам придется купить 2 килограмма. Так? Если есть там маленькими бобинками, то тогда можно будет добрать, тогда, конечно, будет легче. Так? Но, в общем, берете то, что есть. Так? Цена нормальная, я накупила сейчас много льна. Хочется очень связать себе что-то наконец. Родители меня тоже просили связать им безрукавки. Я купила уже меринос, и мы договорились насчет цвета. Я даже начала одну безрукавку вязать. Так что, может, наконец-то я сама себе свяжу что-то такое, что не будет жутко тяжелое и будет носибельное. Так, и последнее изделие, которое я вам покажу. Это свитер. Вот он такой. Мне очень нравится, как он сбоку дает такой, знаете, эффект такой поблескивания, что ли, не знаю, тут видно или не очень. Так аж лоснит. Вот здесь вот тут вот красный. Как вы видите, я его уже успела перевязать еще раз, третий раз. У меня резинка была синим цветом, но когда я дошла где-то вот до этого момента, я померила это на Яне, потому что мне как-то что-то казалось, что что-то не так. Оказалось, что да, свитер очень широкий, во-первых. Я просто набирала столько же петель, сколько на желтый свитер, а желтый оказался, там рисунок разошелся, и он довольно широкий стал. Я пересмотрела свой видеообзор по пряже Drop Safran, это связано из хлопка, из Drop Safran. Я перечитала свои записи и поняла, что он в длину вытянется еще больше. Вернее, в ширину, а в длину чуть-чуть сядет. И поэтому плюс мне еще не хватило бы пряжи. У меня было 4 мотка синего и 4 мотка красного. И, конечно же, мне на рукава и на остальную часть бы не хватило. Поэтому я думала, что мне делать. Заказывать еще пряжу не вариант, потому что она, конечно же, бы отличалась бы по цвету. А опять подбирать и играться в подбор цветов и в хеликс и так далее мне не очень хотелось, тем более, что на темной пряже переход цвета очень сильно был бы виден, это не светлая пряжа. Поэтому я решила вязать красным цветом резинку. Когда я связала резинку, я взвесила это, и оказалось, что резинка весит почти 22 грамма. То есть я так подозреваю, что на эту резинку, вообще на все вот эти вот резинки у меня ушло больше мотка. Я вот выиграла и уложилась. Я полностью уложилась в 4 мотка синего цвета. Вот что у меня осталось. Вот такой вот моточек. И вот это вот у меня осталось от второго мотка красного цвета. У меня ушло 2 мотка красного и 4 мотка синего. Вот. Если будете такой узор вязать, то имейте в виду, что когда вы здесь вот переходите на обратно-поворотные ряды, вот тут вот, да, у вас может быть так, что вы дошли красным цветом вот до сюда, и надо разворачиваться, но синяя нитка-то вот здесь вот. А что делать? Я оставляла здесь красную нитку, переходила, петли перебрасывала на спицу, доходила обратно сюда, и провязывала синим цветом еще сюда ряд и сюда ряд. То есть получалось, что этот вот красный цвет, он такой вообще ни при чем. Или иногда приходилось вот здесь добавлять, например. Если я синим дошла сюда, а нужно дальше красным делать, то начинала просто здесь красную добавляла и шла в обратную сторону. Потом переснимала петли, чтобы отсюда уже идти синим цветом тоже.
Вот, поэтому тут такая трудность небольшая. Плюс еще тоже, если кто-то будет вязать, у меня, например, была проблема, как перейти на горловину. То есть горловина должна была быть резинкой 1 на 1, но у меня здесь было нечетное количество петель, поэтому если я здесь начинаю узор, например, лицевая, изнаночная, и оно мне более-менее попадает, то здесь у меня он сдвигался и как бы переходил на другую, получилась изнаночная, лицевая. И вот тут вот очень некрасиво это выглядело. Вариант можно было бы сделать петлевку, но мне кажется, что петлевка здесь не смотрелась бы совсем. Поэтому я сделала так. Последний ряд, который у вас здесь есть, вы провязываете просто лицевыми, потом присоединяете красную нить и провязываете один ряд изнаночными. И он дает вот такой вот неплохой как бы ряд вот этих вот петелек. Потом начинаете вязать резинку 1 на 1. И мне очень нравится, как это получилось, очень даже хорошо выглядит. Еще я сделала здесь двойную горловину. Я не в восторге от двойной горловины на дроп сафран, потому что она получается довольно массивной, но одинарная мне здесь не очень бы подошла, потому что само изделие, оно такое пухленькое. И получалось бы, что здесь эта горловина как бы западает внутрь. Это было видно очень, когда я надевала, например, вот по манжетам и так далее. Поэтому все-таки горловина здесь должна быть двойная. Вот так я очень довольна этим свитером. Свитер, как назло, в этом рисунке не растянулся никуда. Абсолютно ширина осталась та же самая. Единственное, что он на сантиметр вытянулся в длину. То есть все-таки это очень сильно зависит от рисунка. Я этот свитер стирала руками первый раз. Может, конечно, будут какие-то другие параметры после стирки в машине. Вот. Но как на сейчас, как на теперешний момент, то вообще ничего не поменялось. Я очень удивилась этому, и он прям вот как раз по Яну сейчас. Еще вам покажу изнанку. Мне кажется, что изнанка в этом свитере тоже достойна внимания, потому что этот рисунок может быть даже самостоятельным рисунком для лицевой стороны. Вот, смотрите, как хорошо выглядит изнанка. То есть, если бы, конечно, правильно сделать горловину, так, не там где-то у меня тут петли, тут вот, конечно, я это все наизнанку все переносила, так. Ну и плюс этот вот переход, тоже можно, например, какой-то цепочкой сделать или крючком, так, проработать. Вот тут вот тоже этот вот переход. То, думаю, что наизнанку спокойно можно было бы носить. Или просто сделать самостоятельным узором такой свитер. Очень тоже хорошо выглядит. Вот. И, в принципе, это все мои готовые работы за зиму. Еще у меня две остаются, даже больше. Тот мой кофта на расстежке из Drops Paris переходит опять у меня на весну, потому что у меня вообще не было времени. И переходит на весну у меня вот это вот. Я вам покажу, что у меня тут есть уже. У меня здесь есть тело и... Сейчас, чтобы эти все мотки не повыпадали. Тело и рукав. Вот так это выглядит. Вот, еще остался рукав, ну и регланом обыкновенно я это буду делать. Так что тут, в принципе, работы тоже не очень много. Вяжется очень быстро. Тут я вяжу на спицах 3 миллиметра. Кстати, еще одно. Вот здесь вот. Знаю, что у меня, например, плотность на рукавах всегда больше, чем на теле. Я вот здесь вот весь свитер вязала на 2,5, а рукава вязала на 3. И, по-моему, никакой разницы нету. То есть у меня здесь очень даже все попадает в плотность. Так что я просто проэкспериментировала первый раз, и я смотрю, что получилось правильно, и правильно, что я и так сделала. Еще одна работа, которая очень мне не свойственна, не характерна, которую я вам покажу, это плед. Плед или ковер, не знаю, что из этого будет. Вы, наверное, нет, но несколько человек, которые когда-то смотрели мой канал с самого начала, и я еще показывала этот плед в видео обзоре на Drops Loves You 9, по-моему. Я вам показывала, в каком состоянии, на каком этапе был этот плед. Ему уже, наверное, года 2 я его вяжу. Вот он такой. Сейчас вам покажу. Вот, уже заканчивается, и он очень-очень большой.
Вообще-то оригинально, да, это был плед, но я сейчас больше склоняюсь к тому, что это будет все-таки коврик. Ян требует свободной независимой жизни, он хочет отдельную комнату, и я думаю, что как раз вот это вот будет ковром в его комнату. Размеры этого изделия 1,5 метра на 1,5 м. То есть, в принципе, думаю, что на такой небольшой коврик это как раз подошло бы. Покажу вам еще изнанку. Тут миллион кончиков. Вот. Я хочу купить в Икее такой, знаете, у них есть такая подкладка под ковры, чтобы ковер не ерзал. Она такая, это не клеевая, я не знаю даже, как она называется, но что-то такое, знаю, что у них есть. И как раз вот к изнаночной стороне это все приклеить или положить, и тогда можно будет это использовать как ковер, потому что изделие довольно тяжелое, и мне кажется, что на плед это все-таки будет слишком тяжело. У меня здесь очень много мотков, я думаю, что весит он 2 килограмма так точно. Осталось мне совсем немного, я вот уже перешла на последний этап, вяжу в 2 нити. Вот, мне осталось вот эти вот 2 мотка довязать. И еще 4. Так, то есть еще 2 раза по 2. Вяжу я тунисским крючком. Где он у меня здесь? Я покажу его. Самый обыкновенный узор. Такой самый простой. Вот такой у меня крючок. Наверное, здесь метр. Не знаю точно сколько. Я уже давно покупала, конечно же, не помню. Вот, крючок номер 5. Очень удобно, мне очень нравится узор. На пледе очень хорошо смотрится. Это, кстати, у меня 3-й крючок уже, потому что первые 2 были пластиковые, и они почему-то поломались. И я решила, что пластиковый 3-й я уже покупать не буду, и купила деревянный. По-моему, Knit Pro даже. Вот, но он красивенький, и он довольно прочный. На удивление, он даже прочнее, чем пластиковый. И тут леска такая съемная. Вот. Уже не буду дальше откручивать. В общем, чуть-чуть осталось, и думаю, что в ближайшее время я это все закончу, и уже буду пробовать это все раскладывать, доделывать, стирать. Кстати, подозреваю, что он хорошо сядет после стирки, потому что дроб с лампью 9, он очень садится. Вот, и покажу вам, может, уже в следующем видео, как это все выглядит на полу, как это смотрится и так далее. Потому что тут совсем мало уже всего осталось. Вот такие у меня новости, такие у меня работы. Спасибо большое за внимание. Все, что я вяжу, далее я вам буду показывать в следующем видео. У меня была еще идея сделать видео, потому что вы меня спрашиваете, откуда я беру идеи для своих изделий. Я даже сделала видео, подборку интересных таких магазинов. Это были магазины. Некоторые магазины handmade, некоторые магазины какие-то другие. Такие очень мало известные. Но что-то меня как-то остановило то, что с авторскими правами. То есть могу ли я, например, взять с магазина их картинку и вставить в свое видео. Начали срезать сомнения, поэтому я видео это не выложила. Если, может, кто-то знает, то напишите, пожалуйста. Не забанит ли меня YouTube от этого, из-за этого. И так что, если все-таки все нормально, то я выложу это видео. У меня довольно много материала на взрослые изделия, на детские изделия, на какие-то домашние изделия. Если каких-то проблем не будет в правовом порядке, то думаю, что это можно все будет опубликовать. Вот. Так что еще раз спасибо за внимание и до скорых встреч!